Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. И сегодня я продолжаю писать видео по курсу обучения языку программирования C++. И это видео будет, так сказать, немножечко особенным. Не то чтобы оно сильно отличалось, да, по сути своей. Естественно, мы продолжим изучать язык программирования C++. Но тема этого видео, она такая, как сказать, для многих является камнем преткновения. Особенно она является этим камнем еще до того, как люди начинают, в принципе, даже браться изучать этот язык. Что ж, тема этого видео, собственно, указатели. Указатели очень часто являются предметом для обсуждения, что вообще это чуть ли не основная из причин, по которой не стоит браться изучать C++, что это очень сложно, это неподъемная тема, это что-то вообще, ну, что-то просто запредельное. И в этом видео я постараюсь просто разрушить все эти стереотипы, просто придать их забвению, короче, потому что, в принципе, базовая концепция указателя, она достаточно проста, ребят, и не стоит поддаваться на все вот эти стереотипы, расхожие мнения, что это вообще что-то неподъемное, и даже из-за этого не надо и плюсы браться учить, это, ну, не верьте, короче. Собственно, ладно, что я вас убеждаю, просто смотрите дальше видео и сами делайте выводы. Что ж, давайте сначала начнем с того, что такое указатель, да, ну вот если по-простецки, указатель это просто переменная, которая хранит в качестве значения адрес памяти. Все. Ничего такого сверхъестественного, просто переменная. Мы же уже проходили, да, вы наверняка уже знакомы с переменными. Так вот, указатель это специальная типа такая переменная, у которой значением является адрес памяти другой переменной. Вот смотрите, еще раз, я как-то уже касался этой темы и сказал, что в дальнейшем, когда мы проходили еще только переменные, я показал вам оператор амперсанд, вот это, да, и сказал, что это оператор амперсанд, или, как его еще иначе называют, оператор взятия адреса. Давайте еще раз на него посмотрим, объявим какую-нибудь переменную, например, целочисленного типа. Можно даже не суть, ну пускай, ладно, присвоим ей какое значение. И еще раз убедимся, что этот оператор амперсанд, он по сути делает не что иное. О, какая интересная штучка. Он по сути делает не что иное, как выводит адрес переменной. Скомпилируем программу и убедимся, да, мы получили вот такое вот интересное значение, которое является адресом этой переменной value. То есть мы, по сути, взяли с помощью амперсанда адрес и вывели его в консоль. Так вот, указатели — это такие переменные, которые как раз-таки в качестве значения хранят эти самые адреса. Этими адресами могут быть как адреса и переменных базового типа, ну, имеется в виду там double, int, float и так далее, да, так адреса и пользовательских типов. Мы пока еще не проходили структуры и классы, но в дальнейшем мы пройдем, и вы поймете пользовательские типы, которые объявлены самим программистом, и их объекты, инстансы тоже обладают, естественно, адресами, они находятся где-то в памяти, и, естественно, мы можем взять у них эти адреса и положить в указатель, то есть в переменную, которая хранит эти самые адреса. И в том числе указатель может хранить адрес другого указателя. Да, то есть это еще называют указатель на указатель. Что ж, давайте меньше слов, больше дела. Попробуем объявить указатель. Синтаксис не очень сложен. Я думаю, что, ну, может быть, с непривычки будет немного сложно, но в итоге, я думаю, никаких проблем у вас не должно быть. Как объявляется указатель? Вы объявляете сначала, указываете тип переменной, адрес которой вы будете хранить в этом указателе. То есть, предположим, мы хотим объявить указатель на вот эту переменную, то есть взять у нее адрес и присвоить этому указателю. Для этого мы смотрим тип переменной int, и, соответственно, мы пишем указатель, начинаем с того, что объявляем тип int. То есть мы говорим таким образом, что данный указатель будет хранить адрес памяти на переменную целочисленного типа int. Далее мы пишем вот такую звездочку, ставим. Это, ну, синтаксис стандартный. Причем звездочка, ну, сразу скажу, наверняка будете сталкиваться, она может стоять и вот так вот, через два пробела. Ну, давайте сразу напишем дальше идентификатор нашего указателя. Ну, это же просто переменная, поэтому мы тоже дадим ей свое имя. Ну, пускай так и называется pointer. Pointer по-английски указатель.
Вот, сейчас пока написал присваивание, пока не буду дальше писать. Просто еще раз останавливаюсь на вот этом моменте, что, смотрите, при объявлении указателя эта звездочка, она может быть и вот так двумя пробелами обрамлена, и вот так вот может стоять слева от типа, так я люблю ставить указатели. Объясню почему. Потому что в данном случае это именно объявление указателя. Звездочка еще в другом немножко контексте используется сейчас, но это немножко дальше. Но именно сейчас мы объявляем указатель, и поэтому эта звездочка является как бы частью объявления типа указателя. То есть это указатель на тип int. Поэтому я использую такой синтаксис. Но вы можете ставить и вот так вот иногда ставят. Ну, тут уж хозяин-барин. Вы можете хоть кучу пробелов поставить, но не будем забивать голову. Я бы посоветовал вам привыкнуть, ну, либо к такому стилю, либо все-таки вот такой стиль мне кажется оптимальным. Опять же, потому что мы в данном контексте именно указатель объявляем. И дальше вы поймете, почему это логично, когда я буду показывать, как разыменовывать указатели, но это чуть позже. Так вот, еще раз объявили указатель с именем pointer на целочисленный тип. То есть, таким образом, еще раз мы говорим, что данный указатель будет хранить некий адрес памяти переменной целочисленного типа integer. Поэтому именно так пишется int, указатель, ну, как бы звездочка, можете так в голове все держать, что типа как бы мы говорим, что это именно указатель. В данном контексте, при объявлении указателя. И pointer. А далее мы делаем не что иное, как просто забираем адрес у переменной, как мы уже делали с помощью амперсанда. Берем и забираем у нее адрес и присваиваем указателю. Все. То есть указатель это просто переменная, которая хранит адрес памяти другой переменной. Как базового типа, так пользовательского, так и другого указателя. То есть просто адрес памяти. Вот. Это мы объявили указатель. Но мы же хотим, скорее всего, работать как-то с этим адресом, да, с этим указателем. Мы же не просто так его туда положили для красоты. Так вот, чтобы работать с данными, именно, да, если мы говорим о том, что мы хотим получить доступ к данным того адреса памяти, который мы сохранили в наш указатель. Но в данном случае это адрес нашей value, да. Смотрите, сразу воспользуемся cout, чтобы наглядно, так сказать, увидеть. Для этого нам потребуется опять звездочка, но теперь еще раз я повторю, что это называется оператор разыменования. И он является этим оператором в контексте, где мы обращаемся к указателю в выражениях. То есть, когда мы хотим воспользоваться уже, мы не просто объявляем здесь звездочка, это просто часть синтаксиса объявления указателя. Но когда мы уже объявили указатель и в дальнейшем в каких-то контекстах, в каких-то выражениях мы воспользуемся звездочкой перед этим указателем, да, напишем звездочка, pointer, в данном случае мы проделываем так называемую процедуру разыменования указателя. То есть вы можете воспринимать это так, как будто мы берем, достаем адрес, который является значением указателя, и туда проходим и достаем оттуда данные. Как будто мы проходим по этому адресу и достаем оттуда данные. То есть если сейчас я соберу программу, то мы сможем легко убедиться в том, что мы действительно, да, достали те самые данные, то есть значение переменной 100. То есть мы, еще раз, смотрите, мы прошли по адресу, который является значением указателя, это адрес нашей переменной, и достали ее значение. Вот именно так работает оператор разыменования. Но смотрите, дальше возникает вопрос. Если указатель — это переменная, которая хранит адрес другой переменной, то имеет ли он свой адрес? Ему же тоже где-то надо находиться, да? И ответ тут, я думаю, что достаточно логичен и естественен. Да, конечно, у него есть и свой адрес. То есть у указателя есть свой собственный адрес, он тоже где-то, конечно же, находится в памяти. Чтобы в этом убедиться, можно прям рядышком оставим один print, ну, я имею в виду вывод в консоль, один именно со значением переменной, адрес, который мы храним в поинтере. Второй print сделаем вот такой. Мы попробуем взять у самого поинтера с помощью того же оператора ampersand, оператор взятия адреса, взять его собственный адрес. Собираем программу. Видим, что да, действительно, первый print так и остался, значение переменной, а второй print нам уже показывает такое вот интересное число, которое по сути является адресом указателя. Еще раз, смотрите, чтобы было, ладно, давайте это мы пока закомментируем, чтобы было максимально наглядно, давайте перед
адресом указателя я еще раз выведу адрес переменной, просто для того, чтобы сравнить. То есть, чтобы вам было максимально наглядно, что у указателя есть свой собственный адрес. То есть свой собственный, не переменный, потому что адрес переменной это значение, как бы, которое хранит. То есть для него адрес переменной value это как для value 100, грубо говоря. То есть это значение. А у него свой собственный. И если мы сейчас соберем программу, то увидим, видите, отличаются адреса. То есть это адрес переменной f4, да, там f5, f4, а уже f6, 18 это адрес именно указателя, то есть другой адрес. И еще, смотрите, тоже для наглядности, если мы хотим, то есть получить именно значение указателя, не его адрес, не разыменовать, то есть не значение того адреса, который он хранит, а именно просто его значение, то есть его адрес. Здесь опять же мы говорим про адрес переменной. Тогда нужно просто убрать амперсанд и просто вывести сам поинтер. И сейчас вы убедитесь, что поинтер хранит действительно в качестве значения именно адрес переменной value. Собираем программу, убеждаемся, что да, точно этот же адрес. То есть это и есть адрес нашей переменной. FF974, ну, новая она получила адрес, но в рамках этого как бы запуска мы получили адрес именно такой этой переменной. То есть у них одинаковый, видите, я беру с помощью амперсанда адресу переменной и потом просто достаю из поинтера его какое-то значение, да, и так как мы сохранили в качестве, ну, присвоили в качестве значения адрес с этой переменной, то мы получаем одинаковое значение. То есть все достаточно наглядно, все можно посмотреть. Еще раз запущу, чтобы вы убедились. Одинаковые адреса. Еще раз, смотрите, ребят, то есть основные три момента, да, давайте пока это тоже закомментирую. То есть основные три момента, как можно работать с указателями. Первое, что вы можете сделать, это достать его значение, то есть адрес, который он хранит, просто само значение. Для этого вы просто указываете идентификатор указателя, pointer. Второе, что вы можете сделать, взять его собственный адрес, то есть место в памяти, где находится сам указатель, то есть не его значение, а сам указатель. И третье, разыменовать указатель. Этим методом вы что делаете? С помощью оператора разыменования вы как бы проходите по адресу, который является значением указателя. Напоминаю, что в данном случае это адрес переменной value. И достаете оттуда значение. То есть по сути здесь мы достаем значение переменной value. Еще раз запускаем программу. Убеждаемся, что вот у нас первое это адрес указателя. Далее мы взяли его собственный адрес, место в памяти, где он находится, и разыменовали указатель ровно, ну, все равно, что мы прошли как бы по адресу, который он хранит, и достали оттуда значение, то есть значение нашей переменной value, которую он хранит. Пусть вас не смущает то, что я очень много повторяюсь, у меня, как сказать, у меня просто есть большое желание, чтобы все было максимально понятно. И я помню себя, когда изучал поинтеры, то да, хочется, чтобы информация была максимально подробной, что-то где-то даже, пускай я повторюсь лишний раз там или лишних 5 раз, но зато надеюсь, что вам будет понятен материал. Что ж, ребят, я вообще долго думал на тему того, как записывать это видео и вообще видео про указатели, потому что очень много всех вот этих стереотипов, там, боязни и так далее, и я решил, что видео по указателю будет не одно определенно, и, наверное, на вот этом я остановлюсь. То есть сейчас для дальнейшего обучения, так как мы уже подходим потихонечку к обучению массивам, динамическим массивам и так далее, а там концепция указателей, она уже напрямую завязана, ну, как на понимании самих массивов, динамических массивов. И поэтому я посчитал необходимым показать вам базовый синтаксис указателей. И если вы вот с этим вот уже сейчас разберетесь, этого будет вполне достаточно, чтобы базово уже, в принципе, с C++ в большинстве контекстов работать. То есть работать с динамическим выделением памяти, с динамическими массивами, с обычными массивами, лучше понимать их концепцию. Но это все потом, мы не будем сейчас об этом подробно говорить. Я просто пытаюсь сказать, что в принципе на этом и все. Максимум, ну, не знаю, можно, наверное, можно потихонечку. Что ж, ладно, давайте, так сказать. Вот следующая информация, если вдруг будет не очень понятно, то вы пока что, знаете, как
не сильно над ней, так сказать, корпейте, напрягайтесь, а можете, допустим, отложить ее, то есть вот что вот следующее я буду по указателям рассказывать, и вернуться, допустим, через неделю после того, как вы вот этот базовый синтаксис уже будете воспринимать абсолютно легко и непринужденно. Но в целом я сейчас постараюсь объяснить, ну, опять же, настолько подробно и доступно, чтобы вам все было понятно. Но если что, если совсем не идет, пока что отложите, освойте вот то, что было сказано ровно до этого момента, а потом там через недельку, там через несколько дней вернитесь еще раз пересмотрите ролик вот с этого момента. Что, сейчас я объясню вам концепцию указателя на указатель. То есть помните момент, когда я говорил, что указатель это переменная, которая хранит адрес памяти, причем она может хранить адреса памяти и указателей в том числе. Так вот, чтобы объявить указатель на указатель, мы делаем что? Мы пишем тип переменной, на которой мы объявляем изначальный указатель, да, но в указатель на указатель все равно мы указываем этот же тип, потому что мы будем хранить адрес указателя, который указывает на этот же тип. Для этого мы пишем две звездочки, то есть, грубо говоря, вложенность указателя, она может быть какая угодно. Может быть указатель на указатель на указатель, указатель на указатель на указатель на указатель. Но в целом не пугайтесь, больше чем указатель на указатель в большинстве проектов вы никогда не встретите. Что ж, пишем указатель на указатель и назовем его, ну, внезапно pointer to pointer. То есть я так и назову, указатель на указатель. И теперь, как несложно догадаться, так как это указатель на указатель, он должен хранить что? Он должен хранить адрес указателя, который, собственно, хранит в качестве значения адрес злочисленной переменной типа integer. Для этого мы просто забираем адрес поинтера, и как видим, да, мы получили корректное выражение. Нас никто не ругает, даже компилятор. Вот, то есть, как видите, получился такой момент, что у нас теперь есть указатель на указатель, который хранит в качестве значения именно адрес поинтера. То есть, помните, как мы брали, да, амперсандом адрес поинтера? То есть, он хранит именно его адрес. И теперь, смотрите, то есть, попробуем применить ту же логику, которую мы до этого использовали. Ну, ладно, тогда, ну так, не знаю, почему комбинация Emacs дефолтно не работает. Не будем упорствовать сильно уж. Вот, и давайте теперь порассуждаем, да, то есть попробуем, поэкспериментируем, проделаем те же самые процедуры, которые мы делали в отношении обычного поинтера, но теперь у нас есть поинтер на поинтер, который хранит адрес первого нашего поинтера. Ну, первое, что мы сделаем, мы просто возьмем и выведем адрес, да, pointer to pointer. Ой, ну, в смысле адрес, я подразумеваю под адресом здесь именно тот, который хранится в качестве... Ой, нормально сделал, ну ладно, сейчас еще раз напишу. Не привык я, конечно, к Visual Studio. В общем, адрес, который хранится именно в качестве значения. Когда-нибудь я обязательно научусь правильно печатать endline. Когда-нибудь это произойдет обязательно. 100% я в это буду верить до конца. Соберем программу и посмотрим, просто предварительно посмотрим, что там у нас будет выведено. Какой-то адрес, да, там, ну, не знаю, получили какой-то адрес. Вроде бы должен быть адрес этого поинтера. Но мы как бы на слово не доверяем, мы проверяем. И поэтому делаем то же самое, что делали до этого. Пробуем брать с помощью оператора взятия адреса, амперсанда, адрес этого указателя. Запускаем программу и видим, что да, это именно этот адрес. Это адрес нашего указателя, pointer, который мы положили в качестве значения в наш указатель на указатель. Но теперь вопрос, а что будет, если мы разыменуем, да, то есть если мы разыменуем, это мы пока закомментим, если мы разыменуем наш указатель на указатель. Вспоминаем, что оператор разыменования, он как бы проходит по адресу, который является значением нашего указателя, в данном случае указателя на указателя, и достает оттуда значение. И немножко порассуждаем, да, если мы храним в указатель на указатель адрес другого поинтера, то мы задаем вопрос, а что же будет, когда мы применим оператор разыменования? Мы должны пройти, вспоминаем, по адресу, который является значением нашего указателя на указатель, и достать оттуда значение.
Задаем себе вопрос, а что является значением нашего указателя? Вспоминаем, значением нашего указателя является адрес переменной value. То есть, по идее, по логике вещей мы должны получить, пройдя по адресу поинтера, получить в качестве значения адрес нашей переменной value. Попробуем сначала собрать, увидим, что да, какой-то адрес, но как нам убедиться в том, что это действительно адрес переменной value? Мы просто еще раз принтанем, внезапно совершенно, да? Просто принтанем, посмотрим, а действительно ли это адрес переменной. Собираем программу и видим, что да, это и есть адрес переменной value. То есть, еще раз, смотрите, базовая концепция, она вообще не меняется всегда. То есть, грубо говоря, у указателя есть значение, это некий адрес поинтера, другой переменной базового типа, переменной пользовательского типа не имеет значения. Есть адрес, который мы можем при этом разыменовать, как бы пройдя по нему и достав оттуда значение. Неважно, будет ли это какое-то value, мы по нему пройдем, достанем значение этого value, да, то есть в нашем случае у переменной value значение 100. Будет ли это другой поинтер, который в нашем случае, ну, первый наш поинтер хранит адрес переменной, значит мы этот адрес и достаем. То есть еще раз вот я запускаю. То есть одинаковый адрес, ну сколько угодно можно запустить, он там будет меняться, но смысл в том, что в рамках одного запуска это действительно тот самый адрес переменной. И последний еще момент, да, еще раз убедимся, что при этом, ну пускай, давайте оставим адрес переменной, адрес указателя, который мы храним в качестве значения, да. Нет, не так, знаете, давайте не так даже сделаем, чтобы не слишком громоздко вам было. Вспоминаем, что если мы указываем сам идентификатор указателя, да, на нашем случае это указатель на указатель уже, мы должны вернуть просто его значение. То есть, опять же, это адрес поинтера. То есть, запустим и посмотрим, что у нас, по сути, есть именно адрес поинтера, который сейчас совпадет. Я еще раз напишу. Можно не писать, потому что у меня есть... Давайте я просто перенесу для наглядности сюда. То есть, вот он адрес поинтера. Первая у нас операция, давайте я ее уберу, да, тоже, чтобы она не маячила. То есть, смотрите, мы, используя идентификатор, мы достаем, просто не применяя к нему ни оператор разыменования, ни амперсанд, мы достаем именно значение из указателя, которым в данном случае должен являться адрес поинтера. Запустим, соберем программу, и действительно при запуске мы сразу убеждаемся, что действительно так оно и есть. То есть у нас хранится в качестве значения в указателе на указатель адрес нашего поинтера. Как видите, одинаковые адреса. Еще раз можно запустить, сколько угодно раз, они будут совпадать. То есть мы здесь принтанули, вот видим, это адрес поинтера, и да, действительно, этот самый адрес хранится в качестве значения в указателе на указатель. Но не забываем, что при разыменовании мы проходим по адресу вот этого поинтера и достаем его значение. А значением является value. То есть еще раз я специально делаю на этом акцент. То есть видите, достали здесь, прошли по адресу, по поинтеру, который является значением, и достали его значение, а его значение это как бы адрес value. И здесь мы явно берем адрес value, чтобы убедиться в этом еще раз. Все правильно. Вот, и так, еще раз последний момент, то есть поняли, да, оператор разыменования, просто идентификатор, это значит, что мы достаем значение переменной. И еще третий момент, давайте все сейчас вот как бы оставим только три позиции основные, да, которые вам надо запомнить. Еще раз сделаем на них акцент. Первое. Проходим по адресу, который является значением указателя на указатель в данном случае. Это адрес нашего указателя. Получаем адрес переменной. Второе. Просто указываем идентификатор указателя на указатель. И таким образом получаем сам адрес этого поинтера. Да? Именно поинтера, который мы положили в качестве значения. И третий момент. Адрес самого указателя на указатель. То есть запустим, мы видим, что все будет разные значения. То есть первое. Это адрес
переменный value, второе это адрес поинтера, вот этого поинтера, ну, которого мы сохранили, который сохранили в качестве значения в указатель на указатель, а это именно адрес самого указателя на указатель. Так, ребят, в принципе, я думаю, все. Вот эта последняя информация, я понимаю, что для новичка может быть немножко нетривиально, и пока просто вам нужно с этим поработать. То есть, еще раз напоминаю, что вы можете ограничиться первой частью видео, и пока что, если вот это совсем, ну, кажется сложноватым, не очень понятным, пока что остановитесь на первой части и разберите как следует первую часть. Прям вот досконально, чтобы вам стало все понятно, очевидно, как вытекало само собой. И потом, через несколько дней вернитесь сюда. Или, ну, можете проявить там упорство, вот, и попробовать пересмотреть видео раз, два, там, и больше даже, знаете, не столько видео пересматривайте, как по мне, что вам нужно сделать, если хотите прям до конца разобраться, да, а просто посидите, поковыряйте в ваших IDE-шках, редакторах, поковыряйте эти указатели, то есть объявите, также посмотрите, сами попишите принты, возьмите там амперсандом адрес указателя на указатель, сами адрес возьмите у этого поинтера, у этой переменной, разыменуйте указатель на указатель, этот поинтер разыменуйте, то есть возьмите адрес у поинтера того-того, то есть без адреса, да, пишите идентификаторы, и до тех пор, пока, то есть, вот эти все концепции у вас не уложатся. То есть, по сути, три момента. Разыменование, просто указываем идентификаторы, достаем само значение указателя, и взятие адреса у самого указателя. Вот просто либо еще раз, да, либо пересмотрите видео и подробно прям с паузами остановитесь на каждом моменте, и продумывайте до тех пор, пока информация не станет абсолютно понятна. Прям вот я говорю, допустим, берем адрес переменной, кладем этот адрес в качестве значения в указатель pointer. И прям вот пока это у вас не отложится, вы прям не поймете, окей, да, все правильно, потому что, как я сказал, типа указатель это переменная, которая хранит адрес, значит в качестве значения она получила тоже чей-то адрес, то есть нормально. С разыменованием то же самое, то есть в контексте, ну не здесь именно объявление, да, а то я показал так неправильно, именно где уже разыменование происходит во всяких выражениях там и прочих контекстах, то здесь опять же мы проходим по адресу, который лежит в самом поинтере в качестве значения, да, и достаем оттуда значение по этому адресу. И опять же амперсанд, оператор взятия адреса, также может быть применен к самому указателю, мы заберем его собственный адрес. Все, ребят, супер вербозное видео, повторился 50 раз, но считаю, что абсолютно не лишним будет. Поинтер такая тема, типа, можно сказать, больная, на самом деле, опять же, очень сильно переоцененная по уровню сложности. Я считаю, что ничего такого нету. Просто потратьте вечерок, вот это просто посмотрите, разберите как следует, поковыряйте в коде. Я уверен, ни у кого никаких проблем не будет. Простейшие концепции, то есть базовые, вообще ничего такого сложного нету. Да, бывают поинтеры чуть сложнее, мы к ним еще потом перейдем, потому что, ну, массивы будут нюансы. Но базово ничего такого сверхъестественного нет. И еще хочу подметить такой момент, что, знаете, вы можете в интернете встретить всяких пафосных блогеров, ну, статьи и так далее, где люди будут пытаться вас пугать страшными такими указателями, там, это указатель на функцию в массиве, там, из массива указатель на указатель, который хранит указатель на функцию, и всякие, знаете, огромная вложенность указателей друг на друга, там, с указателем на функцию, на массивы и так далее. Вы не пугайтесь, пожалуйста, и просто сразу лучше не обращайте внимания, ну, как сказать, профильтруйте эту информацию, потому что в реальных проектах вы просто, скорее всего, либо никогда, либо почти никогда не встретите ничего подобного. Максимум, что вы встретите, это вот указатель на указатель, указатель там на массив, ну, указатель на функцию, ну и может быть там массив с указателем на функцию. Вот, все, это уровень реальных проектов. Про указатели на функции мы еще потом поговорим, и про массивы, это все пока просто общая информация. Посыл в чем? Просто не слушайте, что это неподъемные, и указатели это всегда какая-то неподъемная, очень сложная работа. В основном, вот, разберите вот эти концепции, вам их будет достаточно там в 90 и более процентах случаев, там 95 и более. Так что все, ребят, давайте закругляться. Не знаю, сколько получилось видео, сейчас посмотрю, наверное, минут на 25. Я думал сделать покороче, потому что, опять же, я решил, что концепцию указателей я буду рассказывать не в одном видео. Это такое первое, вступительное, базовое, максимально подробное, до тошноты, возможно, кого-то, но если что, там листайте. Просто я ставлю перед собой задачу
быть максимально подробным и понятным. Я хочу, чтобы каждый человек, который посмотрел мое видео, понял эту, простейшую концепцию указателей. Указатель — это просто переменная, которая хранит адрес другой переменной. Все, точка. Ладно, ребят, все, будем закругляться. Спасибо большое всем за внимание, за то, что смотрите мой контент. Кому нравится, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Еще будет очень много материала. Я буду продолжать писать ролики, посвященные изучению языка программирования C++, и не только. У меня открылся еще новый плейлист по Linux, видео для которого я, кстати, возможно, сейчас еще пойду запишу, тоже, если не поленюсь. Наверное, запишу. Вот, так что подписывайтесь на канал, еще много будет контента по айтишечке, может быть, даже где-то моментами и не по айтишечке будет проскакивать. И давайте, до скорых встреч, удачи в обучении, не бойтесь никаких указателей, никаких других концепций в программировании. Пока!